Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такие домашние носочки из футера с начесом. На нашем сайте в размерной таблице можно выбрать размер по длине стопы. И если стопа узкая, то выкройку лучше брать на размер меньше. Также не рекомендую брать выкройку размером больше с запасом, так как носочки просто не сядут на ножки. Шить я буду из футера с начесом. Также можно использовать футер без начеса, флис и любые подобные трикотажные теплые ткани. Обратите внимание, что наша выкройка уже с готовыми припусками, ничего добавлять не нужно. Стрелочки означают направление рисунка, если он есть на вашей ткани, а также они параллельны вот этим вот петельным столбикам, которые обычно есть на вязаном полотне, так как долевой нити нет, но есть вот эти столбики трикотажные. Манжеты я буду делать из кашкарсе, также можно использовать рибану. Также эти стрелочки указывают на вот эти вот столбики на полотне. На данном этапе, после того, как выкроили детали, если вы хотите украсить носочки какой-то аппликацией или вышивкой, или стразами, то на этом этапе сюда вы наносите украшение. Складываем деталь лицом к лицу и стачиваем швом 7 миллиметров. Обязательно ставьте закрепки в начале и в конце строчки. После этого шов мы разутюживаем в разные стороны. И сейчас эти швы можно закрепить либо зигзагом, либо обычной прямой строчкой. Теперь берем деталь подошвы и соединяем метки, скалываем булавочками. Прокладываем строчку 7 миллиметров от края. Теперь мы таким образом раскладываем шов, и шов, который у нас, припуск, который у нас идет от подошвы, мы немного подрезаем для того, чтобы убрать толщину этого шва. Подрезали припуск, и теперь, отгибая припуск на сторону подошвы, нужно проложить строчку либо зигзагом, вот так вот по краю, либо также прокладываем прямую строчку, закрепляя припуск к подошве. Закрепили припуск, вот так вот у нас получилось. Внутренний шовчик, если вы прошивали зигзагом, то он уже хорошо обработан. Если прошивали прямой строчкой, как я, то можно еще немного подрезать вот эти лишние оставшиеся края. Таким образом получился очень мягкий шов, который не будет мешаться при носке. Теперь берем деталь манжеты, складываем ее пополам и стачиваем. Стачали деталь кашкарсе, подрезаем немного уголки с обеих сторон. Складываем.
Здесь у нас стоит рассечка. Лучше, конечно, на трикотаже не делать рассечки, а отмечать все мелом, для того, чтобы трикотаж у нас потом не пополз. Берем деталь а, носочка, складываем шов, манжеты, соединяем со швом пятки. Рассечку соединяем с передней рассечкой на носочке. И затем, растягивая кашкарсе, вот таким образом прокладываем строчку. После этого также срезаем припуск носочка и внутреннюю деталь, внутренний припуск детали манжеты, ну, примерно на половину припуска. А внешний вот этот вот припуск мы оставляем нетронутым. Далее также мы накрываем срезанные припуски длинным припуском и по лицевой стороне прокладываем либо прямую строчку, либо зигзаг. Вот такой носочек у нас получился.